Добрый день, друзья! Давно ничего не записывал. Сегодня решил записать и показать, как написать вот эту работу. Мне ее заказали. Это будет повтор моей старой работы. Пионы розовые, очень яркие. Она метровая, была метр на 50 на метр. Буду делать 50 на 80, немножко в усеченном варианте. Вот, и покажу, как примерно это делать. Вот, я тут уже начал разбавлять белила, как всегда. Я пишу на мягких красках, на мягких белилах. Вот обычные белила гамовские, титановые, которые разбавляют до состояния, чтобы они хорошо сбрасывались с мастихина. Что это дает? Это дает скорость работы, это дает чистоту красок. Когда вы смешиваете не мастихином на палитре, а именно кистью мешаешь, важно, чтобы краски были мягкие. Тогда краски легко перемешиваются, быстро и без лишнего загрязнения. Что самое главное, это замесы более чистыми становятся. Когда густую краску мешает кисть, она их мешает долго, мешает то есть она нужно много телодвижений сделать, и вылазит всякое прошлые замесы из краски, из кисточки, и, соответственно, достаточно грязные замесы получаются. Вот. А на мягких красках работа идет быстро, экономно, достаточно меньше красок уходит, особенно белил не жалко, конечно, а вот цветных красок очень жалко, особенно дорогих кадмиев, кобальтов, лучших, которыми вы работаете. Красками такими ходовыми, которые вы будете работать, лучше их подразбавить. В моем случае я еще разбавлю вот эту фиолетовую, розовую, ярко-розовую, китайскую, вот эту пибео. Я сейчас пару слов скажу еще по этим краскам. Вот отлично для цветочной живописи, да и вообще для какой-то быстрой живописи. Желательно вот так вот разбавлять краски. Повторюсь, в тюбиках они достаточно густые, они изначально идут как универсальные и под мастихин, и под такую корпусную живопись. Чтобы писать быстрые этюды и, по крайней мере, цветы, вот то, чем я буду заниматься, краски должны быть мягкими, жидкими, не жидкими, но очень мягкими. Вот. Здесь полтюбика белил. Надеюсь, хватит мне. Я буду 50 на 80 сейчас рисовать, делать работу. Вот. По цветам, по розовому. Картина, которую я писал, достаточно розовая. Тоже, по-моему, на пибео я писал, на вот этой краске, уже не помню на какой. Розовый, очень яркий, открытый, он приближен к натуральному розовому пиону, они такие есть действительно очень яркие. Что касается красок, смотрите, есть краски хорошие, а есть плохие, точнее даже очень плохие. Вот эта краска хорошая, это Pebeo Vivid Pink, ярко-розовая, 37-я, хороший. Вот этот фиолетово-розовый хинокридон тоже хороший, краплаки розовые тоже хорошие. Но вот эти две краски хоть и яркие, но они все равно не дают вот этой яркости, розовости. Это дает вот этот розовый, дает эту яркость. Эту же яркость может дать вот такая краска розовая, светлая от Сонет. Точнее, это мастер-класс, но это ее линейка Сонет. Как вы знаете, у мастер-класса есть 3 линейки. Мастер-класс, Ладога и Сонет, самые дешевые. Очень яркая краска, хорошая, красивая, но у нее один недостаток, она плывет в масле. Она расплывается, дает ореол. Вот я постоянно делаю на краски всякие разные, проверяю. Вот это вот Сонет, густая Сонет жидкая, вот эта краска в разбеле. Я сейчас даже попробую проверить, возможно, она и оттенок меняется со временем. Так, капельку. Да, похоже, она еще и оттенок меняется со временем. Вот этот замес я делал я не знаю, может полгода назад. Смотрите, во-первых, вот этот
оттенок розовый, во что он превращается? Он становится противно красным. Более того, он плывет в белилах, он расплывается, мигрирует в соседние краски, в соседние белила. Вот тут, собственно, я не на оттенок проверял вот эти замесы, а мигрирует или нет в белила. Вот здесь явно видно, тут были белила сверху, пропитал белила. Это краситель. Это почему так происходит? Это краситель. Краситель очень здорово отличается от пигмента, он имеет свойство мигрировать. Так, вот PBO на проверку. Это тоже вот PBO, подписано, как я это делал. Оттенок он, по-моему, сейчас я проверю. Ну, оттенок, возможно, и поменял немножко. Само насыщение. Да нет, не поменял. Плюс-минус то же самое. Но, по крайней мере, он не мигрирует в слои. Кармин не мигрирует. Что тут у нас? Хинокридон, вот то, что я вам рассказывал, краска хорошая. Не мигрирует в белила, в верхние слои, верхние и в соседние слои. Но не очень яркий. Потом КФС, это кобальт-фиолетовый светлый аналог. Вот он, по-моему, или фиолетовый светлый. Ну, вот типа вот такие кобальты от Ладоги тоже мигрируют. Кобальт фиолетовый натуральный не мигрирует. Это мастер-класс. Что тут еще? Фиолетовый темный. Вот это кобальт фиолетовый темный аналог. Вот этот. Мигрирует с изменением цвета. В общем, дрянь полная. Кобальт фиолетовый темный от мастер-класса не мигрирует. Светостойкий. Но, конечно, недостаточно яркий. Вот, это вкратце, вы можете сами все это сделать. Ну, вкратце, вывод такой, что не берите вот эти краски. Вот это я когда-то проверял, испортил пару работ, я их понакупал вот этих красок, много сейчас валяются, могу отдать кому нужно, вот у меня их полно, могу отдать. Неаполитанский кармин тоже мигрирует, вот это мигрирует, фиолетовое, светлое от гамовских красок. Так что это можно выбрасывать. Они точнее как? Точнее, ими можно работать не разбавленными красками и густыми красками. Миграции, возможно, не будет. То есть, когда ты мешаешь, не работаешь ни на тройниках, ни на масле, ни на чем. Вот. Но, блин, они еще и оттенок меняют. В общем, чушь полная. То есть выцветает краска. Не выцветает, а становится какой-то не такой. Так вот. Берем, или же, вот советую, вот хорошая краска, или же есть в зарубежных красках линейка, их называют мадженты, яркие, розовые, они тоже светостойкие, хорошие показатели. Так, это вкратце, ладно, не будем на этом останавливаться. Вот я возвращаюсь к тому, что базовые краски разбавляем, то есть она достаточно густая, ну, такая относительно густая. Разбавляем для скорости и для чистоты замесов, ну и для экономии. Вот эта краска, она хоть и недорогая, но все равно, когда краска разбавленная, замечено, что ее расход примерно в 2 раза меньше, чем работать густыми красками. Это при условии, повторюсь, если ты разбавляешь, делаешь замесы кистью. Мастихином там особо на это не влияет, но именно кисть берет большой кусок, давит эту глину, давит, мешает, грязь получается, и как бы сюда кусок вылазит, такой, знаете, плюшка, выходит лишние краски, которые ты потом иногда чаще в тряпке оказываются, они не напомню. Вот, то есть, по опыту знаю, у меня мастер-классов много проходит, когда не поленишься и разбавишь краску для мастер-класса, там те же белила, те же там какие-то ходовые краски, кадмий лимонная, там часто она очень ходовая краска кадмий лимонная. Как только я стал ее разбавлять немножко, все, расход уменьшился примерно в 2 раза. То есть обычно тюбик уходил там на 6 человек, хватает полтюбика, даже меньше, когда ты немножко разбавишь. Вот мягенькая, хорошенькая рабочая краска. Что у нас по краскам пробегусь, что тут есть на палитре? Кадмий, то есть Марс оранжевый, прозрачный. Возможно, еще какая-то коричневая нужна будет. Тут не все нужны, но это ходовой набор, базовый набор. Можно что-то взаимозаменить, но не заменишь вот этот розовый в данной работе. Хинокридон, краплак красный нужно будет для тех же вишенок. Это у нас то есть фиолетовый, колер фиолетовый, смесь. Ну,
неважно, фиолетовый, возможно, не. Черный обязательно. В данном случае это имитация кости жженой. Можно кость жженую натуральную. Сажу нежелательно, но что-нибудь черненькое. Ультрамарин. Это у нас бирюза светлая, не обязательно. Это у нас FC или же изумрудка, тоже не обязательно. Травяная обязательно. Охра хорошо, охра желтая. Лимонка обязательно, кадмий оранжевый не обязательно. Ну, хотя бы может и пригодиться. Кадмий красный, светлый мастер-класс тоже возможно пригодится. Может, что-нибудь добавлю, тогда озвучу. Итак, сейчас покажу палитру и холст. Так, рисунок, композиция. Извиняюсь, что холст повернут к камере боком, но у меня такая камера, что никак, по-другому никак нельзя. Иначе мне или головой буду закрывать совершенно все, или мне придется как-нибудь изгаляться, рисовать, что очень неудобно. Вот. Итак, рисунок. Немножко композиция по-другому будет, но она может и неплохо. Я чуть больше места займет, вот там прижата композиция сверху. Так. Вот так. Попытаюсь все эти цветы поместить в работу. Точки опоры обязательно. Вот смотрим композицию. Композицию, то есть взгляд на этот положенный букет как бы на столе, лежащий букет, как бы под небольшим углом. То есть не слишком сверху, не под небольшим. То есть точки опоры. Вот ближайший цветок, потом второй, дальше третий. Вот примерно вот такой вот лесенкой будет. Так, контур не буду выписывать, особенно некогда, уже, господи, уже час дня. Надо как-то быстрее. Так. Вот. Так, отражение. Да, тут важный момент. Смотрите, если имитировать полировку, нужно залить сразу нижнюю часть. Если имитировать то, что букет лежит на полированном столе, а полировка у нас обычно такая вот коричневатая, нужно сразу подложить вот чистый Марс оранжевый. Он будет потом смешиваться немножко с верхними красками и давать вот этот коричневый оттенок полировки. Это делать не обязательно, но я попробую. Вот. Теперь мы делаем подмалевки. Внутренние вот эти внутренние тени под цветы широкой достаточно кисточкой, без белил можно. Вот внутри там такие достаточно темные, то есть нам нужно заглянуть вот сюда, вовнутрь, вот. Не смотреть на вот эти вот светлые мазки, листья, а внутрь. Тут вот такой чисто фиолет, то есть это чисто вот этот, ну, в общем, оттенок мадженты вот этой вот. Тут потемнее, тут посветлее расходится немножко. Вот это вот нужно, и в каждом цветке тут свои оттенки. Тут вот коричневатые и светлые вокруг, тут с лимоночкой что-то. Вот это нужно передать. Проложить тонко, тонким слоем. Так. Не перетемните, вот я здесь положил чисто фиолетовый, это слишком темно. Даже пошире возьму инструмент. Да, где нужно, без белил. Если нужно ярко насыщенно, то стараемся без белил. Вот здесь белила есть. И сразу же можно вот этот цвет вертикально, ну или может пока горизонтально, прям вот в этот, ну желательно подождать, чтобы коричневый стал, уж больно смешивается. Но я уже, мне некогда, я буду сразу. Так, смотрим, где еще такие оттенки. Не забываем про серый. Вот я его не зря проложил. Кстати, вот я его немного размягчу, чтобы немножко бралось краски, то есть не захватывалось густой большой кусочек,
бралась такой немножко разбавленной жиденькой, ну, чтобы не переборщить, краска очень кроющая. Черный для чего? Чтобы сдерживать, не везде нам нужно яркий. У нас светится центральный цветок и вот какие-то вот части центральной группы. Дальше вот здесь явно серым. Серые оттенки, серые, благородные серо-розовые, серо такие. Этот цветок немножко серый. Да, краску иногда приходится даже подразбавлять. Возможно, я немножко и разбавлю белила еще больше. Да, черный с красными дает такой приятный фиолетовый оттенок. Черный с хроплыками, и все время сравниваем с белилами, ляжет ли светлый, почти белый лепесток на эту краску, какая будет ли вообще заметна разница, или наоборот, не слишком ли большая разница тональная. Вот, по-моему, великовато сейчас для данного цветка, я немножко ее ослабляю. Ну и понятное дело, смотрите, почему я с цветов начал, не с фона, поскольку фон очень контрастный, и поэтому нужно как бы сделать цветы процентов, ну так, на 90, не на 70, допустим. Потом обрезать фоном вот этим темным. И потом уже дорабатывать цветы. Иначе цветы будут грязными. Ну, то есть они не лягут, вот этот цвет не ляжет на темную, живую, свежую, масляную, темную краску. Попробую немножко разные оттенки. Ой. Разбавляем уголочком, не макаем вот так кисть, всегда уголочком, чтобы дозировать, дозированно брать количество, дозированное количество разбавителя, тройника или еще чего-то. В данном случае я пишу на разбавитель, на White Spirit, на чистом, без масла, без ничего. Поскольку грунт эмульсионный, не тянет практически, и краски, хоть ты пиши на разбавителе, на чистом, они все равно будут такие, матовыми не будут. Они будут достаточно глянцевыми. Достаточно такими яркими. Краски не просядут, не пожухнут. Быстро, даже не потому, что некогда, то, что поздно начал, и боюсь, что быстро стемнеет. Напомню, зима, темнеет, после 4 уже темно. Потому что быстро, заводишь сам себя. Примерно знаю, что вот эти оттенки плюс-минус, я то есть не подбираю точно, это не так важно, точные оттенки в подборе. Тем более мне не стоял точной задачи повторить один в один эту работу. Есть какой-то люфт свобода какая-то есть. А дело в том, что если копировать, ты застреваешь, засушиваешь работу, удовольствие ноль, и главное, это сказывается на работе. Очень сказывается вот эта зажатость. По мне, там процентов 70 в цвет попадания уже хорошо.
Я бы, конечно, попал в свои оттенки легко и на 100%, потому что знаю свои краски, не так трудно все составить. Но я знаю, что это не нужно, что это даже наоборот вредит, не идет на пользу дела. Так, там запись идет. Так, вот этот сложный цвет. Тут что-то такое внутри. Какое-то вот такое. Марс оранжевый, лимоночка и тоже те же краплаки. Я это буду называть краплаками для скорости, возможно. Так вот, по поводу вот этой заразы, ребята, не берите. Я очень злой на вот эти краски, злой на вообще на как мог вот этот мастер-класс выпустить вот эту линейку. Я испортил несколько своих работ, просто выбросил, срезал холст, выбросил. Несколько дней жизни, пока не понял, почему. Это не видно сразу, это видно там через несколько дней начинает проступать, а потом это через какое-то время у тебя не эта работа, а совершенно другая. Более того, я успел продать пару работ, делал на заказ, это, не зная этого. В общем, кошмар какой-то. Я надеюсь, они поменялись, но не кардинально поменялись эти работы, которые я продал. Вот. В общем, ребята, вы в помойку выбрасываете все вот эти. Или проверяйте, покупайте, проверяйте. Тут дело в чем. Здесь, как вам сказать, тут на пигмент, на какой-то, возможно, на какие-нибудь там белила или на какой-то, что тут состав не пишут. Так, да, на белила, на цинковое белила осажден какой-то PR пигмент Red 8.1/1. То есть это какой-то краситель. Осажденное белило, то есть яркий, красивый. Но, красители практически всегда мигрируют. Красители это как чернила. Они мигрируют через в ближайшие слои, распространяются, то есть как чернила, пока там полимеризация не закончится. Вот. Да, вот нашел этюд, старый этюд, как раз испорченный вот этой краской. Вот надеюсь, в пленке, надеюсь, бликовать не будет. Так, вот покажу. Видно, вот розовый оттенок, он мне не нужен был, я его перекрыл каким-то светлым лепестком, а этот розовый краситель проник наружу и испортил абсолютно участок. То же самое вот здесь, не очень чувствуется, но вот это пятна, они не должны быть здесь. Краситель вышел наружу, изменил тон и температуру целых участков. Это не мои цвета, я не пишу такими участками, такими теплыми для пиона, для розы. То же самое вот здесь какие-то вылезли вот эти ненужная розовость, краснота. Вот. То есть абсолютно испорченный этюд. Я его, конечно, поправлю. Это недолго, возможно, работа и лучше станет. Это полчаса работы. Но тем не менее, я умею это делать, а кто-то не умеет, кто-то испортит себе работу или целую серию работ. Вот благодаря вот этим краскам. Вот я помню, как раз писал вот этот этюд с помощью вот этой розовой светлой. Я их много накупил. Мне показалось, какая яркая краска, какой прорыв целый по целому спектру дает больше диапазон. То есть то, что не дают краплаки, вот эта краска дает. Но оказалось вот такой подвох именно вот у этих красок. Вот, видимо, какой-то один краситель использует в этих колерах. Это все колера. Вот. Так что делайте выводы. Так, вот так. Очень полезно, пока краска мягенькая, объединять все вот эти оттенки. Тем самым появляется живописное сочетание. То есть не такие очевидные, как розовый, там желтый, еще какой-то. Перетираются сложные пастельные тона краски. Так вот, серый цвет часто нужен. Я им часто уже последний год, наверное, использую чисто серый. Прямо на палитре можно сделать серую. Я даже иногда серую дорожку делаю. Темно-серый, почти черный, посветлее, светлее, светло-серый. Полезно для моментального, быстрого погашения яркости любых красок.
раз, и капельку, и все, она серенькая стала. Можно, конечно, дополнительно, но сами знаете, как по цветовому кругу красный гасится зелеными, там, фиолетовые желтыми и так далее. Но это не всегда дает нужный результат. Точнее, иногда дает это совсем не тот результат. Например, красный гасить зеленым пойдет, насыщенность, конечно, очень сильно упадет, но он будет коричневый оттенок появится у красного. Это не всегда нужно, а черный даст спокойное такое осаждение цвета, нейтральное. То есть будет это красный, но спокойный красный. Вот, например, берем краплак, яркий, а потом немножко серенького, и он становится спокойным, красивым, без какого-либо коричневого оттенка. Вот он, хороший, благородный, чистый, серо-красный. Вот, так. Работаем на высветление, стараемся. Пока я большим вот этим флейцем стареньким работаю, это не обязательно, но вообще инструмент старайтесь держать, инструментами писать большими. Что дает большой инструмент, кроме скорости? Он дает выработку моторики. То есть ты вынужден как бы то боком, то так, то как-то вот изгаляться, грубо говоря. Умудряться, понимаете, через трудности. Мы растем через трудности, через неудобства. Достаточно контрастные вот эти темные пятна контакта, вот оно, даже на светлых объектах, вот так два пальца делают достаточно темные касания между собой. То есть здесь они, не черные, но очень темные. Вот сейчас мягкой цветочной кисточкой она очень хорошо миксирует. Можно еще раз вот так крест-накрест. Ни в коем случае не красьте. Можно по форме цветка мазок делать, или я вообще советую вот такие движения делать, коротенькие крестовые движения, когда ты набираешь краску. Вот здесь, например, диктует этому цветку, конечно, по форме, так не нужно. А вот тут можно вот так вот крест-накрест взбивать краску, чтобы задышало вот эти мазочки, они как бы дышащие такие, мятые. Тут по форме, тут вертикально. Это, кстати, маловато я дал этой подкладки, но было еще больше, был бы больше эффект разницы вот этих оттенков с этими. Можно было побольше. Но это нетрудно сделать потом, лессернуть просто поверху, по сухой краске, по подсохшей работе, Марсом оранжевым разбавить немножко, будет. Собственно, так и делают художники. Зеркалят один в один этими же красками, а потом лессируют через несколько дней. И эффект получается, эффект полировки полнейший. Так. Вот, краска густеет, как я сказал уже, и очень хорошо такая податливая становится на вот этом эмульсионном грунте. Слои тонкие, хорошие, они не будут мешать дальнейшей работе. Так, ладно, в принципе, по большому счету я согласен с этой подкладкой. Сейчас уже буду работать с лепестками. Для этого беру цветочные кисти. Так, вот они, какие-то из них буду выбирать. Двойная. Да, можно еще разбавить
белила. Вот когда с цветками, можно не все белила, но какую-то часть. Кстати, многовато, полтюбика, это много на такую работу. По эмульсионным грунтам, в отличие от акриловых, краска идет достаточно экономно, ее немного нужно. Я просто так по привычке, по инерции много размешал. Так вот, под лепестки я беру какую-то часть этих белил и разбавляю дополнительно white спиритом. То есть тут уже вообще болото такое. Вот оно. Так. Двойной кисточкой. Вот я всегда люблю начинать двойной кистью. Берем полутон, ну, например, под этот цветок. Беру чистую вот эту розовую, попробую сейчас. Беру промежуточный, не самый светлый, чтобы тональная разница была небольшая. То есть вот, ну, в общем, промежуточные, неохота показывать, промежуточные оттенки. Так, чуть потемнее. Важно, чтобы тонально был и подходил под цвет. Вот почему я говорю, подкладка очень важна. Мы должны вот эти оттенки, вот то, что я сейчас делаю, чтобы они подходили под данное окружение. Понятно, вот здесь он будет фальшивить, и здесь будет скорее фальшивить. Да, фальшивить. Понимаете, тут уже спросит вот эта подкладка своих оттенков. Вот это именно вот этих. Вот. Как держим кисть? Кисть держим вот примерно в этом месте, перпендикулярно к холсту, и плоскость, вот эта вот плоскость перпендикулярна центру. Вот этот центр примерно цветка, вот где пальцем коснулся. Вот. Не так. Начало мазка всегда обращено, начало мазка кисти перпендикулярно вот этой точке. Вот. Это как бы схема цветка. Это практически многие цветы именно так устроены. То, что лепесток, ну вот с большой кистью то же самое. Вот так. Вот видите, вот эти плоскости начала, они перпендикулярны центру, ну плюс-минус перпендикулярны. Что ромашка, что еще какой-то цветок. У него кончик, пускай он маленький, будет овальная вот эта ромашечка какая-нибудь, там раз, два, три, но у него начало, кончик лепестка перпендикулярен начало, вот этот вот кончик его. Грубо говоря, там не плоскость, там овал, но вот этот средняя биссектриса, я не знаю, как это сказать, она все равно будет смотреть на центр. Вот здесь вот так они лежат. И не забываем, кстати, вот остались краски, раз сюда вертикально, то эти тоже будут отражаться, плюс-минус, желательно вертикальными движениями. Тут стараться не нужно именно копировать, нам нужны только оттенки, потому что тем более это перекроется контрастными ягодками и лежащими лепестками. Вот пока разогреваюсь на маленькой кисточке. Маленькая, как я заметил по своим занятиям, студентам дается проще. Хризантем проще пишут. Раза в два проще хризантему написать чемпион. А устройство примерно тоже. Так вот, ты разогреваешься, даешь направление, вот понимаешь уже, куда повернут цветок, а потом уже берем большую кисть побольше, пятерочка цветочная, и уже по этим направлениям даем лепестки вот эти большие. Так, повторюсь, то же самое, перпендикуляр, не забываем. Вот в этом случае вот так, перпендикуляр. Тут перпендикуляр смотрит. То есть невидимая резинка, вот тут вбитым гвоздем, грубо, как я объясняю там студентам, чтобы на пальцах буквально было. Мысленно вбиваем сюда гвоздик, привязываем резиночку ставим на гвоздик в центр. И он вот так, здесь он будет вот так, но пойдет в ту точку сбора, где-то она вот там сзади, откуда все растет. Тут вот так, здесь вот так. Тут вот просто касание. Нам не нужно никуда вести, мы просто касание. Поскольку плоско лежит лепесток, мы просто касаемся, да и все. Вот.
тут вот так, вот так. Вот оттопырено, вот так пойдет. Смотрите, темных красок мало, и мы не вводили фон, и поэтому с лепестком, ну, рядом контрасты небольшие, мы можем работать вот так вот достаточно долго. То есть вот здесь потянуло темную краску, но на этом фоне мы можем спокойно, долго собирать лепесток многими движениями. То есть отсутствие темного окружения дает нам возможность поработать с каждым лепесточком. Так, розовый цвет очень выжигает быстро глаза, не глаза, а вот эти, как там, что там в глазах, какие-то там палочки цветовые, рецепторы. Поработали 3 минутки, 2 минуты, а еще лучше минуту. Перешли на другой оттенок, чтобы освежить, дать отдохнуть глазам. Лучше всего на дополнительные, с красного на зеленый и так далее. Вот. Так. Повторюсь, пока это полутон, не световые. Световые пойдут поверху. Работаем, варьируем, смотрите, я варьирую 3 температуры. Хинокридон розовый, это холодная, краплак розовый, наверное, самый теплый из этих 3, и вот это вот розовый пинк. То есть вот поигрываем температурами. Фиолетовый не вмешиваю. Ультрамарин тоже не вмешиваю. Не вмешиваю, кстати, потому что он придет, потом, скорее, его время придет, но пока не вмешиваю. Его опасно смешивать с краплаками. С этими не знаю, нет таких по хинокридону исследований никаких нету, что это темнеет, а с краплаками в смесях доказано, что теряет цвет, темнеет смесь. Так что пока опасно. А вот с этими вроде можно, как с хинокридоном, получается прекрасный фиолетовый. Просто супер цвет получается. Вот, ну, шикарный. Ни с каким фиолетовым дорогущим кобальтом не сравнится вот этот цвет. К тому же он, ну, грубо говоря, эликсировочный. И вот этот замес тоже очень красивый и красиво рабочий. Это, ну, если кто знает, это краплак, как раз таки краплак розовый, но с голубой ФЦ дает вот такой рабочий фиолетовый цвет. Тоже не выцветает, тоже эликсировочный, темный, кроющий, шикарный цвет. Вот. Так, серый цвет беру уже, откровенно серый. Вот тут вот эти мазки, вот они, я веду сюда, но кисть железка вот эта вот, она перпендикулярна плюс-минус, мне не нужно там точно ставить, перпендикулярно вот этому центру цветка, точнее вот этой точки, виртуальной точке, она в пустоте, она как бы вот так собирается цветок, она где-то вот здесь, вот на хризантеме очень понятно вот это отрабатывает схема, вот эти мазки. Мне присылают на консультацию, хоть я не консультирую, но иногда приходится, присылают работы по моим же картинам. Самый частый недостаток, ну кроме плохого построения, такого кривого построения, такого грубого построения, это перемасливание, то есть густой краской, нет акварельности. Нам необходима акварельность, вот эта прозрачная, она просто, ну, без этого цветок не цветок. Вот. И третья ошибка, насыщенность. Чрезвычайно все насыщено. Ладно, еще цветы там насыщены, но потом еще к нему приделан фон какой-нибудь дикий, зеленые листья, там ярко-зеленые. Помните всегда, вот я к тому
вспомнил, серую краску мешаю. Гасите свои краски. Гасите за исключением каких-то там акцентов, акцентных вещей. Это не фломастер, это живопись, она такая сдержанная должна быть. Не местами, а в большинстве своем по площади. Сейчас что произошло? Я ударил мазочком. Не то, совершенно не то. Ну, я там о чем-то сейчас другом думал и как бы не ответственную смесь подобрал. Не пошел тиражировать. Я про своих студентов. Часто такое бывает. Человек возьмет не тот цвет и бездумно возьмет его везде и разнесет. То есть испортит все, без анализа. То есть первый мазок всегда прицелочный должен быть. Ты должен намешать. Желательно, когда не на скорость, ты мысленно, не мысленно, а взглядом перебрасываешь этот оттенок, подходит, не подходит, это легко. Он, кстати, когда ты его быстро перебрасываешь, ты его можешь подогнать точно, прямо на палитре, без примерки. Потом быстренький прицелочный, нормально, да, для полутона кое-где пойдет. Только, то есть первый прицелочный доля секунды утверждаем или не утверждаем, если не утверждаем, то поправляем в нужную сторону тонально или температурно. Если утверждаем, только тогда аккуратненько тиражируем. Других вариантов нет. Иначе будет ошибка, будет просто испорчена работа. И потом можно исправить, но это все исправления в работе в один сеанс очень заметны, они идут на ухудшение. Вот о чем я говорю. Я сейчас хочу подобрать какие-то полутона вот к этой заготовке. Беру. Первое, что приходит, лимоночка. Причем не отмытой кистью, мне не нужна чистейшая лимонка. Я подбираю такой грязноватый лимонный цвет. Мысленно, сейчас взглядом перебрасываю туда-сюда вот этот цвет. Тональность и температурно. Вроде что-то должно сыграть. Мысленно так про себя думаю. Прицелочный. Темновато. Чуть-чуть, есть разница, но маловато. Беру чуть-чуть белил, поправляю, точнее, уточняю то, что я делаю. Уточняю этот оттенок, цветотон, часто называют цветотон, тональность и цвет, то есть два в одном. Уже лучше. Так, яркости не хватает чуть-чуть еще. Это я показываю алгоритм, как делают художники, я во всяком случае. Может, кто-то по-другому делает. Яркости добавил, смотрю, мешаю, опять прицелочный, уже лучше. Еще посветлее немножко, яркость меня устраивает, чуть-чуть светлоты не хватает. Оп, все, нормально. Вот для полутона то, что нужно. Вот несколько полутоновых и сюда. Раз, чтобы отозвался этот цвет, сюда немножко. И сюда пускай. И сюда один. Нет, лишнее. Вот. Как работает художник. Дальше, потом он берет, я забегаю немножко вперед. Здесь нужно дать просохнуть. Я вам так, чтобы для примера. Потом прошло, например, я в других местах поработал, прошло там 20 минут, 15 минут. Тут подсохло немножко, точнее не подсохло, разбавитель выветрился. И я даю еще оттенок на высветление. То есть те же оттенки, на высветление. Раз. Отражение. Забыл про отражение, нужно было раньше чуть-чуть вот это темнее. Так. Тоже перпендикулярный центр. Центр примерно вот здесь. Все, схема. Это как бы схема такая. Не схема, но это как бы, грубо звучит писать по схеме. Это не совсем схема, но это как бы, схема. Что? Схема, действительно, вот, такая заложенная. В самой геометрии цветка заложена схема. Так.
большой, да, кистью большой желательно брать градиент. То есть, вот если видите мазок, цельный мазок, эта часть светлее, это темнее, она сразу закругляет. Единственное, нужно не перепутывать. В данном случае для вот этой группы, вот 3 мазка, нижняя часть мазка будет светлее. Не наоборот, иначе он тогда вывернутый будет. Вот, например, здесь бы, тут бы оттопырился цветок, лепесток. Тоже нужно нижнюю часть скорее зажечь. Ну, то есть нужно свет показывать, мысленно представлять, как ложится свет. И показывать. На маленьких это не обязательно градиент брать, хотя тоже можно умудриться, а на вот этих обязательно, на больших. То есть, как это делается, я просто стараюсь замешивать, беру цвет, и одна часть кисти мешает белила, вторая как бы остается с этим цветом. Ну, то есть, она вот так, вот, надеюсь, заметно, вот так вот мешает. Даже еще светлее можно. Ну, вот так вот. Свет холодный, не утепляем. То есть он такой, мы идем на высветление и просто белилами. Белила титановые, они холодные считаются. Даже достаточно просто, не обязательно голубой добавлять, хотя можно голубой добавлять. Достаточно просто не добавлять каких-то теплых красок, типа лимонки. Но само собой вот эта температурная разница и возникнет от относительно теплых храплаков, вот этих смесей к вот этим цветам. Вот этой разницы будет достаточно. То есть в помещениях обычно холодный свет. Если обычный денек не солнце проникает, например, на наш букет, а просто оконный свет, рефлекс неба, они холодные. Рефлексы — это освещение, отражение, отраженный свет. Так, сейчас уже проход следующий еще светлее. Подбираемся к белилам, но белилами не рисуем. Да, вот эти бутоны всякие, берем кисть поменьше, как они пишутся, та же схема, тоже вот берем теневое что-нибудь и точно так же, например, центр где-то вот здесь, центр, центр физически, кончика лепестков, точно так же перпендикулярно к нему ставим и рисуем световые. То есть кисть, у нее нет других вариантов, кроме как стать перпендикулярно к этой точке, к центру. А увести туда, чтобы он мысленно раз туда завернулся и ушел. Вот это 4, по-моему, да. Мягкие достаточно, можно просто отжатой кистью, вот один из моих любимых приемов, отжатой кистью, пустой, грубо говоря, она превращается в такой, как мастихинчик тверденький, не тверденький, мягкий мастихин. Вот такие едва заметные перекидывать намеки на лепестки, да не намеки, они иногда хорошо очень заметные. То есть не все должно быть вот очевидно, четко, жестко. Очень много должно быть вот таких моментов сдержанных, нежных. Это дает, опять же, нежность букету, а пионы у нас цветы нежные достаточно. Вот. Одновременно это дает переклички вот эти вот, то есть собирает букет в живописные отношения создается. Сами собой, тут как бы особо думать-то не надо.
случайности живописные в природе. Этого может не быть. Положишь розовый букет там, или розово-белый, там белый будет белый, с серыми оттенками цветок. А писать-то надо, нам оживить его нужно. И нам нужны вот эти случайности, переклички, случайные сочетания. Да, все спрашивают, уже надоело отвечать, что у меня в руке. Пленка. Обычная жесткая твердая пленка, укрывная, чтобы не было контакта руки. Вот я уже рисую час больше. Да, уже больше часа. Рука чистая. Могу пойти перекусить, даже не мыть руки. Ну, так, грубо говоря. Краски некоторые токсичные, кобальты, кадмии при контакте руки, плюс разбавители нежелательно. Всем советую купить пленки или какой-нибудь ПВХ пленочки, которые столы покроют, это еще лучше. Она приятнее, чем вот пленка. Очень рекомендую. Меня все, кто привык, благодарят именно за вот этот совет. Я такой еще не видел, но как-то мое изобретение, не изобретение, но наработка такая. Кто попробует денек-два поработать, именно так уже без этой пленки не могут. Просто неприятно брать вот эту противную мокрую тряпочку. Кстати, большая экономия на тряпках. Тряпки экономятся просто, ну, ты можешь до конца ее использовать, то есть полностью. Так, ну это ерунда. Так, подбираемся к таким светлым оттенкам уже. Белила не трогаем, тоже, ну, повторяю из видео. Любые недомесы в кисти, в замесе приветствуются, какие-то недомешанные, какие-то вот такие вот мазочки всякие, кроме белил, когда промелькают полосочки белила, это, ну, сразу фальшивит, фальшь такая возникает, это чужеродный цвет в картине, белил не должно быть в чистом виде. Редкое исключение, когда белила, ну вот разбавленные чистые белила могут лечь, они как бы полупрозрачные, тогда это еще сыграет. Или белый блик на белой вазе можно при холодном освещении нарисовать, но не более. Вы сами себя обкрадываете, когда белила. Вам кажется, что еще светлее будет, нет, картина становится хуже. Забились немножко тени, достаем какой-нибудь отжатой кисточкой, или рисуем, подбираем цвет, или же стараемся достать то, что снизу у нас осталось, нижняя краска. Отжатой пустой кисточкой, мягкой в данном случае, обычная плоская синтетика. Вот бликующие, грубо говоря, это финишные по свету оттенки. Вот они, смотрите, да, совсем далеко от белил, а на картине они даже разбелкой кажутся. Ну, не разбелка, это я знаю по опыту, это в самый раз. Вот, то есть не белилами. Часто, кстати, по фотографиям, когда человек рисует, по фотографиям, ну, по планшету, то есть по компьютеру или там фотография очень белесая получается, поскольку сама фотография, она почти белая, почти белые краски места высветляет, разбеливает, начинающий повторяет и ошибается. Картина становится разбеленной и разваливается. Грубо говоря, вот она прям белесая становится. Вот цветок-то не белый, тут просто логически подумать. Цветок у нас розовый, на свету, пускай там в самом светлом месте, откуда взяться белой краски. Даже белый цветок, он будет чисто белый, он будет окрашен в цвет освещения, ну или просто иметь естественный серый оттенок.
наверное, мне уже пора резать. Резать темным фоном. Цветы обрезать фоновой темной краской. Беру какую-нибудь плоскую кисть для одну плоскую маленькую и большой флейс какой-нибудь. Вот. Так, попробую черное с синим, с ультрамарином, наверное, или с FC. Да, FC, наверное. Голубая FC. Черный. Немножко белил. Так, да, и, наверное, красненького сюда, чтобы такое холодно-фиолетовое было. И, понятное дело, не темным, не черным рисуйте, это будет слишком большой контраст. Вот тонким слоем, особенно тонко рядом на сопряжениях, чтобы можно было потом еще дорабатывать кончики лепестков. Краски много не нужно, к тому же тут листья пойдут. Так вот, не чисто черным, чтобы не было большого контраста. И поигрываем. Смотрите, где-то больше черного, где-то больше там красного какого-нибудь. Вот я английскую красную сейчас попробую сюда немножко. Где-то зеленого. А вообще желательно поделить работу, как бы, чтобы две температуры было. Ну, чтобы фон не был монотонным. На сопряжениях краски берем, на границах с цветами берем поменьше кисточку и обводим, чтобы не было мохнатого следа, новую какую-нибудь кисточку. Извиняюсь за голову в кадре, но мне иначе ничего не видно, мне бликует тогда окно и лампы. Обрезка цветка не по тому, как там в образце, а по форме, какую диктует сам цветок. Это очень важно. Цветы мы эти знаем, они такая характерную рваность имеют, очень много случайностей каких-то, особенно у зрелого цветка, когда он такой зрелый, уже начинает разваливаться немножко. У него какие-то вот странности такие бывают. Ну, то есть нелогичность. Раз там дырка где-нибудь вот здесь. Смотрим, чтобы вот в этих местах цветок не был плоским. Это всегда, в ракурсе это всегда изгиб. То есть, полукруг. Часто просто по опыту студента часто ровным оставляют и не понимают, что делать. То есть не вырезают, не закругляют. В ракурсе будет хороший такой изгиб. Общая длина лепестков складывается в полукруг. Вот примерно вот здесь самые темные места. Вот они, тоже не черные, ни в коем случае не черные, будет ошибка. Тут есть немножко белил, немного светлых красок. Тут Марс оранжевый какой-то. Марс оранжевый, еще какие-то краски. Отвесом проверяем, отвешиваем кисточку за кончик, один глаз закрываем, проверяем вот эти вот, или вот так можно проверить, чтобы не было перекоса в отражениях. Например, вот это место, вот оно, где закончится, точнее, вот это вот место, где отразится вот здесь. Берем, отвешиваем, смотрим, намечаем вот здесь вот, и вот так немножко
типа делаем, типа вот здесь вот отражение вот это. Потому что очень часто у меня, кстати, да и у всех других, художник обычно голову на бок склоняет, когда сильно старается, и все смещается в какую-то одну сторону. У правши, как правило, кто правой рукой рисует, у него вот так вот вправо смещается. То есть здесь объект, отражение здесь. Или, например, линии часто сами, там стволы деревьев тоже уходят. Нужно проверять, помнить про этот эффект. Так, ну вот предварительно обрезали. Сейчас картина, как говорят художники, раскрыта, то есть полностью закрыт фон, нет пробелов. И сейчас можно более-менее уже работать на уточнение. Сейчас уже видно, где какой контраст, что поднять, что погасить. Вот краска начинает становиться потихоньку, точнее выветривается разбавитель, густеть. Сейчас ее самое время немножко вот так доуложить мягкой кистью. Я это цветочной кисточкой делаю. Вот. Где-то сплавить, вогнать цвета фоновые в цветы, ну точнее цвет фона, ну, в общем, смягчить все это дело. Вот. Да, по отражениям пройтись, еще раз проверить. У нас только два варианта движения кисти на отражение. Это вертикальное и горизонтальное. Отражение по высоте плюс-минус должны соответствовать отражению. Ну, тут у нас под обрез, поэтому почти все уходит. Но будь тут маленький какой-нибудь объект, он отразится такое же расстояние, величину или чуть-чуть больше. Ну, как правило, полировка не очень ровная, это не зеркало, она чуть-чуть вибрирует. И так как такой же закон, как и в воде, отражение такой же высоты или чуть-чуть больше. Чем больше волнения в той же воде или на полировке, тем длиннее отражение. Помним лунные дорожки, так называемая Луна имеет точечный объект, но отражается дорожкой, поскольку вот это волнение на воде показывает, ну, где-то разбивает это отражение на большую длину, высоту, длину. Так. Да, сейчас, кстати, вот самое время, пока красочка живая еще, сделать намек на листья. Там их немного, но есть намеки. Берем травяную, тоже серую краску, фиолетовую, градиент на кисти хороший. Вот так вот градиент и с вывертом, с таким. Можно с поигрыванием. Вот тут прожилка случайная какая-то попалась, оставляем. Главное, чтобы не чисто белилами было. Вот я достаточно контрастно кладу краску, листья вот эти, я их потом смягчу немножко, когда выветрится разбавитель. Лишняя резкость тут на заднем фоне не нужна.
чем я? Если согласно с отражением, более-менее можно так плюс-минус вверх-вниз разбить краску и потом отжатой кистью вот так раз, мягкой кистью какой-нибудь, вот так показать волнистость полировки. Полировка под таким углом, под низким углом всегда немножко поигрывает. Ну, не полировка, лакировка, или там лакированное что-то, нечто. Что это у нас, стол или рояль какой-нибудь, будем считать. Так, теперь можно тряпочкой, даже не, ну, сначала можно карандашиком нацарапать, где будет вишенки, и тряпкой их подготовить под них место. С эмульсионных грунтов краска стирается хорошо. Нам нужно вытереть белило, чтобы минимальное количество белил было в этих местах. Так, что-то у нас группка вот здесь. Раз, два, три, четыре. Тоже смотрим на точки опоры, чтобы они не... Если вот они две вместе рядом, одна за другой, передняя будет чуть ниже, чем дальняя. Под отражение тоже можно сразу убрать, чтобы отражения были насыщенными, немножко снять краску. Хинокридон или краплак или фиолетовую краску без белил прокладываем в эти места. Сразу отражение можно рисовать. Формируем ягодку. Вот тут достаточно темно и сочно должно быть. Блик кладем на левую сторону. Блик, понятно, не белилами, а такими, ну, серовато-фиолетовыми, что ли. Серовато-розовым, то есть блик. Что такое блик на вишенке? Это белый цвет, голубоватый свет окна плюс розовый цвет, розовый говорю, ну да, красный цвет вишни. Получается такой что-то среднее, серо-розовое. Вот здесь будет выход света. Если ягодку пробивает свет насквозь, тут рефлекс будет от стола. Блик. Вот здесь будет блик, если это ну, там, где растет, то есть как это, ну, веточка. Вот ее даже можно наметить вот сюда. И отражение, кстати, нужно и... Если вот тени не хватает, плоской кистью можно подобрать оттенок и плоской кисточкой нагнать немножко вот от центра. Вот тут, например, не хватает. Да, буду я, наверное, заканчивать эту
картинку. Испортилась погода, потемнело здорово за окном, и стало неудобно работать, несмотря на то, что у меня свет хороший, но не привык, я привык больше к такому дневному свету. Вот, да, собственно, я и закончил работать. Возможно, я ее завтра еще потрогаю, немножко она свежая будет, на балкон выставлю палитру и полотно. Вот. Ну, собственно, все на сегодня. Всего хорошего, удачи. Если кто-то захочет приобрести вот эти кисти, пишите в личку или заходите на сайт. Хорошего дня, до свидания.